Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, добрые слова и пожелания. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кто ты для окружающих тебя людей? Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, анализируем, помним. Расклады общие. Пожалуйста, воспринимайте расклад как совет карт, а не как призыв к действию. Помните, вы и только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Долгое время вы в ожидании какого-то перехода конкретного на более высокий уровень. То есть вот-вот что-то должно случиться. Ну, вы в предвкушении. Четко знаете или, по крайней мере, мечтаете. Ну, у кого-то это реально улучшение качества жизни, да. Опять-таки, карта беременности. Ну, понятно, может быть, у кого-то точечно проиграется. В ожидании вот хотели забеременеть, может быть, ребеночка кто-то хочет. Но тут скорее более глобально это смотрим. Новое начало, новое дело. У кого-то новый род деятельности, у кого-то новые взаимоотношения, у кого-то новая беременность. Опять-таки что-то прекрасное, то, о чем мечтаешь. Вот тут вот как будто бы вы действительно хотели бы тут у кого-то совершить этот квантовый скачок, улучшить свою жизнь в лучшую сторону, да, ну, как бы направить свою жизнь, да, понятно, улучшение, все мы хотим. Но следующая карта мне говорит, пока невозможно. Вот не случается этот прорыв, этот переход, будто бы уже и готовый, и осознанная девочка. Вот тут, ну, вот пока не случилось, вот пока невозможно. Может, доложу, но я думаю, у каждого свои нюансы. Сама по себе яркая, наполненная энергетически. Может быть, сейчас уставшая от вот этих каких-то временных неудач, может быть, от не очень здоровых взаимоотношений. У кого-то тут токсичненькие взаимоотношения. У кого-то, может быть, череда, как каких-то, знаете, бег с препятствиями. Может, не очень светлая полоса в жизни. Как будто бы женщина красивая, видите, но уставшая. Просто элементарно у кого-то проблемы временно со здоровьем, да. Больше это, как мне показано, как эмоциональная даже усталость. Может быть, вот эта вот яркость жизни сейчас утрачена. Хотелось бы кому-то вернуть. У кого-то элементарно режим сна нужно восстановить, отдых, да. Кому-то элементарно, повторюсь, как набраться этой энергии, сил, подпитаться откуда-то нужно. Слишком много ее растрачено. Показано у меня тут ограничение, и рядом какой-то павлин. Ну, давайте для чистоты эксперимента спрошу. Может, это вы у меня этим павлином проигрываетесь, да? Павлин. Это вы, павлин? Это о чем? Ну, я спрашиваю, это какой-то мужчина. Так, о чем это вообще история? Девочки, тут у кого-то, ну, так как есть, так есть, так я и читаю. Вы вполне возможно можете скучать тут прям по какому-то мужчине. Может быть, он настолько был яркий, настолько он был для вас значимым, настолько необычный какой-то. Может быть, при взаимодействии с ним, да, я показала, у вас как будто бы, может быть, у кого-то как крылья прям, да, за спиной раскрывались. У кого-то настолько хотелось стать лучшей версией самой себя. У кого-то, ну, прям такой, да, эмоциональный этот подъем был. Но мне характеристика на мужчину, хитрый лис. И мужчина мог, как будто тут карта крысы, это как за спиной. Ну, давайте так, не буду на мужчину тут наговаривать. Ну, как двойная игра, двойные стандарты тут.
много утаивалось. Карта сущность вполне возможно, как маски слетели, и потом увидели вы какие-то проявления с его стороны, такие, которые вас, мягко говоря, у кого-то шокировали, удивили, поразили, неприятно. Да, ну, тут, тем не менее, если мне карта скучаете вы скорее, я уточнила. Мужчина я спросила, мужчина бездействует. В вашу сторону он бездействует. Как бы он там, чего бы он там не испытывал, какие там у него чувства не были, эмоции, да, он бездействует, показано. Ну, я уточнила, вы скучаете. У кого-то не именно по этому мужчине, а может быть по каким-то ощущениям, которые, может, первоначально, да, были у вас в связи с ним. Повторюсь, может, как накрывала эйфория, влюбленность. Прям, ну, если мужчина тут по павлину, девочки, все-таки проигрывается. Мужчина себя любит, яркий, харизматичный, знает, как в себя влюбить, расположить. 100% привык к вот этим восхищенным женским глазкам. Может дать ощущение вот женщине рядом с собой. Ты та самая, ты чуть ли не вообще богиня, да? Ну, так же легко может с Олимпа, с этого богиню он и столкнуть, да? Скажем так. Ну, таким мужчинам, как вам сказать, и по большому счету нужна женщина, которая будет, опять-таки, вот, с него пылинки сдувать, ему комплименты будет говорить, он будет на первом месте всегда. Ну, тут или какой-то залюбленный ребенок изначально, или недолюбленный конкретно, который хочет компенсировать вот этот недостаток внимания с детства, вот и все на себя перетащить это внимание. Ну вот что-то мне так идет, девочки. А вы как будто бы уже устали от этого всего. Может быть, вы именно с этой стороной, с проявлениями его так столкнулись и подофигели чуть-чуть, извините за жаргонизм. И, может быть, устали уже от этого даже, какого-то эгоизма. Может, начинаете понимать, что так вся жизнь пройдет, а мои какие-то желания, потребности. У кого-то прям так. Да, у кого-то пришло осознание того, что, может, я придумала очень много, да, как будто бы влюбилась, да, карта зелья, но это не настоящая любовь, это как подмена понятия, как суррогат какой-то. В этом кубке не истинное вино любви, а как отрава, отравленная любовь. Любовь токсичная, которая приносит мне боль и разочарование. Какая же это любовь? Ну, что-то такое тут может быть. И зачем мне это все? У кого-то прям так. Ну, как будто бы вы это уже даже прожили. Так, вот такая ваша сигнификация, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кем вы являетесь для окружающих вас людей? Кем вы являетесь? Кто вы? Кто ты для окружающих тебя людей? Итак, кто вы для окружающих вас людей? Добавим эротики. Кто вы для окружающих вас людей? Кто вы? Смотрим. Ух ты. Кто вы? Кто? Ох, как красиво. Женщина, которая задрала юбку и показывает пятую точку самовлюбленным мужчинам. Мужчинам, которые, в принципе, довольно-таки эмоционально жадные, эгоистичные, зациклены на себе, больше сфокусированы, допустим, на каких-то, знаете, ну, своих там хобби, увлечениях,
как бы, тут видите, тут слуга воздуха. Мужчина, который тут, образно говоря, в комбинезоне в каком-то и занят своими делами, тут танцует. Это больше карта чаще считывается как мужчина, который с головой уходит там. Опять-таки, у кого-то это карьера, у кого-то это больше как мужские какие-то, знаете, там увлечения, хобби, там охота, рыбалка, в принципе, мальчишники какие-то, сабантуи. Ну, явно это мужчина не заботится о том, что там он свою любимую женщину там оставляет дома, там, или этот мужчина больше думает о себе, о своих потребностях в моменте, да, каких-то хотелках, вот. Так вот, мне тут сразу показано, вот вы для окружающих людей женщина, которая, может быть, конкретно, видя вот такое отношение мужское, уже как будто бы у вас рефлекторно, может быть, вот какие-то такие проявления, да, или ваши какие-то суждения, выражения. Вот вас считывают люди, что вот на такое какое-то, ну, извините, скажу как есть, какое-то, ну, эгоистичное, пофигистическое отношение со стороны мужчины, вот у вас реакция будет такая, ну, как будто бы, если ты не уважаешь меня, не заботишься обо мне, элементарно не проявляешь каких-то тут, ну, не знаю, элементарных, я даже не могу это объяснить, ну, эмпатии, да, ко мне ты не проявляешь, я для тебя пустое место, то я также тебе покажу эту пятую точку и катись. Тут что-то прям вплоть до того. Как-то так, девочки. Может, видят вас женщина, которая вообще не потерпит к себе вот такого наплевательского отношения. Ну, мне так идет вот сразу же. Да, но этому предшествует тут история. Сейчас. Предшествует этому история, это то, о чем я говорила. Тут карта Луна, рядом карта Ангел. Видите, девушка как ангел, который летел на крыльях любви. То есть это где-то влюбленность, наивность, может быть, доверчивость. Девушка, которая свое сердце открывает, да, и тут у нее эти крылья любви вырвали, да, и она упала с небес на землю, ангел. И трансформация ваша показана. То есть, в принципе, вы для окружающих людей женщина, которая в прошлом пережила разочарование в любовной сфере, как будто бы вы смотрите уже там на мужчин. И, мягко говоря, какая-то у вас есть в глазах, ну, у кого-то, ну, как недоверие, да, может быть, как оценивание, может быть, как будто... Ну, я даже не могу сказать. Это как вот той наивной девочки, уже доверчивой, уже нет ее, да? Как будто бы уже женщина, которая многое видела, многое осознала. Как будто бы вас удивить уже чем-то очень сложно. Ну, такое, как будто бы на провокации, может быть, не ведетесь. На манипуляции также. Ну, тут что-то такое вот не идет. При этом сама по себе тут, в принципе, чувственная, сексуальная. Женщина, которая все нюансы какие-то может считывать, ощущаете. Тут это все вы уже проживали. Тут как будто бы женщина, вот это выражение, да, там, где ты учился, я преподавала. Но тут настолько это болезненный этот опыт, знаете, это не то, что там так вам весело это все далось, да, и вы тут вышли победительница, воительница такая. Нет, нет, тут очень какие-то были токсичные, болезненные взаимоотношения. Тут вот как будто бы вы для окружающих людей, тем не менее, как бы там ни было, женщина, смотрите, первая карта свобода. Женщина, которая может быть
или вырвалась из токсичных каких-то, смотрите, карта паук, токсично. О, еще карта подглядывания, тут как будто из каких-то токсичных взаимоотношений то ли вырвались вы, то ли вы сейчас как будто бы стараетесь выйти из этих взаимоотношений, по крайней мере, для вас свобода, может быть, свобода даже самовыражения, свобода материальная, да, ну, в плане независимость какая-то, может быть, для вас имеет огромное значение, вот вас такое считывают. Может быть, сейчас какой-то у вас такой период, где вы хотите, опять-таки, от каких-то ограничений уйти, вырваться, выйти. Вот такой мне вас показывают. Вот вы для окружающих людей такой человек. Может быть, женщина, которая вот по этой карте все-таки свобода, крылья раскрываете. Женщина, которая, несмотря ни на что и вопреки всему, может, ищет, вот тут этот глазик, да, этот как будто бы ищет пути, как вырваться. Может быть, из какого-то замкнутого круга. Опять какой-то, может, жизненный сценарий поменять, изменить. Опять эти крылья расправить, да, раскрыть, мне так прям хочется сказать. Ну, опять-таки, тут, может быть, какие-то свои таланты применить, потенциал свой раскрыть, как будто бы у кого-то там мечта какая-то, если была, вот все-таки эту мечту реализовать, вот так вот, несмотря ни на что, да, вопреки даже, может быть, каким-то тяжелым ситуациям. Вот мне прям так идет, девочки. Тут как будто бы женщина такая, которая не опускает руки, да, вот тут поставила себе как цель. Нет, нифига, я так легко не сдамся. Даже не знаю, ну, может быть, даже сама себе так говорите. Хорошо, были проблемы, ничего страшного, я это переживу, я иду дальше. Но вы для окружающих людей вот олицетворяете женщину, которая опять-таки пытается, вот, повторюсь, вырваться из каких-то, может быть, тяжелых ситуаций, при этом достойно выйти из этих ситуаций. При этом я вижу как будто бы опора на саму себя. Ищите в себе эту опору. Для многих вы являетесь тут карта маяк. Вот вас видят вот этот свет, который привлекает. Тут разных привлекает людей. С одной стороны, у меня тут пауки какие-то, да, которые плетут сети хитроумные. С другой стороны, лисы хитрые. И тут как будто бы вы постоянно боретесь. Но вы тут находите как бы способы бороться. Видите, тут обороняетесь, летите опять, почему-то как взлет. Может, у вас такой период сейчас, вот несмотря ни на что, у вас какой-то такой, у кого-то, ну, набрались сил или пытаетесь набраться сил и дать отпор, может быть, опять-таки, как будто бы воплотить что-то, какую-то свою мечту, идете к этой мечте. У кого-то карта маяк — это ваши качества, ну, моральные качества, может быть, свет, который внутри вас, добро, которое вы несете, да. Опять-таки, женщина, которая наполняет этим светом, может быть, оптимизмом окружающих, вдохновляете. Ну, тут потребители рядом с двух сторон, девочки, как бы там ни было, да. И тут эта история уже, у кого-то это прям как с детства тянется, да, выбор, может быть, вот друзей, подруг, такой специфический, как будто бы рядышком с вами люди, которые где-то от вас, понятно, как будто бы этой энергии подпитываются. Ну, у кого-то тут уже прошли эти болезненные разочарования, осознания. Так, тут маяк, тут свет, солнце, да. Для кого-то вы являетесь, ну, опять-таки, солнышком, да, вот таким, то, которое согревает, радует. Несет опять-таки вот этот заряд энергии. Ну, рядом мужская карта. То есть для многих вы являетесь вот прям вот такой, конечно, девочкой солнечной, яркой, которая энергетически, повторюсь, еще вдохновляет. Но дальше тут карты своеобразные идут. Вот вы для окружающих людей, как бы там ни было. Смотрите, тут сразу вышли мне вот эти карты, они очень интересные. Карта игра, сад, причастие. Ну и карта солнца первая, можно так прочитать тоже. Смотрите, тут как будто бы вас видят женщины, которая сейчас, мне так идет, начала осознавать свою ценность.
свои какие-то сильные стороны и делает акцент на этом. Ну, мне так вот считывается. Для окружающих людей вы являетесь женщиной ценной, при этом, как будто бы, если раньше, может быть, вы там свой какой-то потенциал, свою там у кого, не знаю уж, у кого там силу, энергию, интеллект, внимание, любовь разбазаривали, раздавали, может быть, давали шансы тем людям, которым не нужно давать было эти шансы. Не обязательно мужчины, вообще не привязывая сюда, в принципе, да. То сейчас, кстати, вас видят женщина, которая проходит трансформацию, меняется, может быть, осознает свою ценность, повторю, свои сильные стороны, там, делает акцент, может быть, на своих способностях, талантах, может быть, навыки у вас уже какие-то есть. Тут карта игра. Вас видят женщины, шахматная игра, и карта рядом социум, которая хотела бы применить вот эти вот все свои, может быть, знания, умения, способности, таланты, в принципе, чем вас наделил Боженька, вот как будто бы вы хотите это применить. Для чего? Для того, чтобы по карте Солнца раскрыть свой потенциал, в карта Сад. Опять это реализовать в обществе, может, у кого-то там карьеру построить, там уже, не знаю, хобби какое-то, опять-таки, может быть, творчески раскрыться у кого-то прям монетизировать это все. Ну да, это не на первом месте стоит, но это сюда вкладывается смысл такой. Вот вас такой видят. То есть женщина с большим, довольно-таки большим потенциалом, очень-таки не глупая, которая свою игру какую-то ведет, при этом энергетически наполненная, при этом интересная, необычная, при этом все равно нюанс какой-то тут считывается, а окружение такое в себе. Может быть, даже кто-то из этого окружения смотрит и думает, а что она вообще тут делает? Вот тут, вот там, где вы сейчас находитесь. Как будто бы, ну, они понимают, что вы хотите вырваться. Может быть, из какого-то вот этого окружения, из картосад, из этого социума. Опять-таки, применить свои эти способности. И последнее, я хотела сказать, вы для окружающих людей очень ценная женщина, карта причастия. Многие хотят с вами, в принципе, соприкоснуться с вами, да, с вами интересно, с вами хотят люди, в принципе, сотрудничать во всех смыслах. Необычная, ценная, какой-то опыт, вот с вами пообщаешься, да, и человек приобретает какой-то опыт, очень ценный, они это понимают. Тут точно не пустышка. Тут женщина, которая знает, что над чего-то хочет в жизни достичь, к чему-то стремиться. Опять-таки, вот тут идет ваша трансформация. Повторюсь, если раньше, может быть, там могли, ну, даже где-то жертвить, могли где-то там, повторюсь, как-то безбожно раздавать эти свои ресурсы, то сейчас тут женщина как будто бы осознала, ресурсы не бесконечные. Пришло время как бы позаботиться о себе. Тут тоже отчасти так. Все, вот такой у меня сегодня расклад, девочки. Вот такой вас воспринимают окружающие люди на данном этапе. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.